Всем привет! Автомобили «Волга» — это не только прекрасное название и легендарные отечественные автомобили, но и своего рода культурный код русского народа. Даже модели АвтоВАЗа не привлекли такого внимания отечественных автолюбителей, как машины, названные в честь великой русской реки. ГАЗ-21 «Волга» несомненно стала символом целой советской эпохи и до сих пор пользуется почетом в России, считаясь одной из ключевых моделей отечественного автомобилестроения. В советские времена наличие «Волги» символизировало достаток и статус, а сами автомобили часто ассоциировались с недоступностью для широкой публики. Все это делает «Волгу» по-настоящему народным брендом с богатым прошлым. Но время не стоит на месте, и 21-я «Волга» вряд ли имеет что-то общее с современными автомобилями, кроме двигателя и 4 колес. Технические характеристики новых моделей сильно отличаются от первопроходцев середины прошлого века. Однако возвращение «Волги» с нетерпением ожидают в России. О возрождении легендарного бренда заговорили еще в 2022 году, и в 2023 году было заявлено, что машину возродят через год. Денис Мантуров и Путин дали зеленый свет, и работа взяла свой ход. 2024 год уже наступил, и дело приближается к завершению. Первая машина должна сойти с конвейера грядущим летом. И по сути все готово к запуску новой «Волги». Одним из последних этапов стала регистрация бренда «Волга», а раз шильдик готов, дело остается за малым. Многих раздражает то, что бренд записан латиницей, но для меня лично более важно, каким будет этот автомобиль и какая технологическая начинка у него будет. Ведь от этого зависит, станет ли новая «Волга» народным автомобилем или останется чем-то недоступным и далеким для обычных российских автолюбителей. Недавно возник еще один важный вопрос: смогли ли они за такой короткий срок создать что-то собственное? С учетом того, что первые автомобили должны появиться на конвейере всего через несколько месяцев, а полноценное производство запланировано на конец 2024 года, как сообщают сверху, ответ на этот вопрос достаточно предсказуем. Это просто еще один китаец с новым шильдиком. Появление нового бренда – это финальный аккорд для старта производства нового российского в кавычках автомобиля. Да, сейчас ситуация на рынке очень непростая, но все-таки есть варианты, как приобрести выгодно машину. Смотрите, к примеру, есть скидки на машины в 50, 100 и 200 тысяч рублей, и многие об этом даже не знают. А вот если вы зайдете на Автоспот, то сможете хорошенько сэкономить. Тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Пользуйтесь бесплатным ресурсом, пока есть такие хорошие предложения. Выбирайте машину и оставляйте заявку для бронирования. Также на Автоспот вы найдете лучшее предложение на ТО вашего автомобиля. Остаются некоторые сомнения относительно того, какую именно модель от восточных производителей используют в качестве базы для новой «Волги». На данный момент есть два кандидата. Один из них ретро-кар Way Retro Hipster. Был замечен недавно у ворот завода ГАЗ. Это своего рода Волчанга с гибридной системой с 2-литровым турбомотором мощностью 214 лошадиных сил и с 9-ступенчатым роботом. Даже шильдик особо менять не придется. Эта модель официально не продается в России. Цена может начинаться от 3 миллионов рублей. Второй кандидат Hongqi H5. Это более дорогая и премиальная модель, которая отлично подходит под название «Волга 2.0». Эта история кажется забавной, ироничной даже. Первые китайские автомобили были копиями советской «Волги», а теперь Hongqi открывает путь для ГАЗа, предлагая свои модели в качестве основы для новых российских автомобилей. Честно говоря, я не вижу ничего плохого в таком сотрудничестве. Автомобили действительно хорошие, с отличным оснащением и полноценной автоматической коробкой передач. Волга 2.0 с двигателем на 218 лошадиных сил была бы отличным современным продолжением бренда. Получается, что новая «Волга» будет современной с технологической начинкой и автоматической коробкой передач или роботом. Такой свой в кавычках автомобиль мы ожидаем в России. Однако, на мой взгляд, у машины не хватает двух очень важных деталей. Первая из них – доступная цена. Цены на Hongqi H5, базовая модель новой «Волги», выросли до отметки в 4,5 миллионов рублей за короткий промежуток времени. Это фактически недоступно для обычного автолюбителя.
Вторая деталь – российский олень. На вопрос, где он, есть только один ответ. Российский автолюбитель будет сидеть за рулем. Не буду скрывать, что покупать китайскую Волгу, переплачивая за российский шильдик, захочет только неразумный покупатель. По аналогии с москвичом уже ясно, что переклейка значков выльется втридорога для покупателя модели отечественного бренда вместо китайского оригинала. Поэтому, на мой скромный взгляд, ГАЗу лучше возродить модель попроще, более доступную и понятную. Ведь именно благодаря доступной цене и простоте российские Волги пользовались стабильным спросом. Пусть это будет 3110, 31105 или даже 3102, с их минусами и недостатками, но с четко выраженной российской идентичностью, которая была характерна для автомобилей того времени. Напоминаю о целом музее разработок, которые накопились у ГАЗа. В ассортименте огромное разнообразие. Заднеприводная 3115, переднеприводные 3103 или 3104, а также модели с полным приводом. Эти разработки очень интересны и, безусловно, нашли бы своего потребителя на российском рынке. Volga Cyber также могла бы стать хорошим вариантом. Она была аналогом Chrysler Sebring и, несмотря на свои минусы, могла бы найти свое место среди современных отечественных автомобилей. Однако руководство автопроизводителей единодушно заявляют о дороговизне и нерентабельности возрождения старых российских моделей. Кажется, что российские автомобили совсем исчезли, и остались только лицензионные проекты или сборка из импортных комплектующих. С таким рациональным подходом новая Волга рискует остаться невостребованной на рынке, как это произошло с Москвичом. На российском авторынке останется лишь один отечественный бренд – АвтоВАЗ, который продолжает существовать за счет государственных дотаций. Остается вопрос, зачем возрождать легендарные марки ради хайпа в прошлом успехе? Возможно, пора отпустить то, что ушло, и сосредоточиться на развитии и внедрении новых технологий. Я считаю, что с таким подходом будущего для возрожденной Волги не предвидится. Автопрому нужно начать активно внедрять новые технологии и развивать собственные проекты, а не пытаться вернуться к былому. А как считаете вы, будет ли будущее у такой Волги? Пишите в комментариях.